Так, открутил болт. Так, вот он. Так, на сколько? На 10 ключом, походу, да, на 10. Сейчас будем откручивать вот этот патрубок, снимать. Так, выкрутил патрубок, снял, убрал в сторону, чтобы не мешался. Дальше выкручиваем следующий патрубок. Вот этот. Так, открутил патрубок. Следующий патрубок снимаем. Вот этот откручиваем здесь. Так, сняли вот этот патрубок. Убираем в сторону, чтобы не мешался. Так, убрали в сторону. Далее откручиваем. Так, топливные гайки снимаем. Так, выкрутил бензиновые насосные патрубки. Теперь будем откручивать фильтр бензиновый. Так, снял бензиновый фильтр, отогнул в сторону. Так, сейчас будем выкручивать гайки, снимать крышку. Так, придумал такой лайфхак, как выкручивать вот эти вот гайки, чтобы их не потерять. Вот у меня есть такой магнитик. И вот этим магнитиком я сейчас все так раз. Есть. Ничего никуда не потеряется. Вот такой магнитик от динамика, по-моему, или от чего-то. Да, от динамика. От маленького микродинамика. Разломал динамик. Потом этот магнитик просто убираю туда. На фильтр. Масляный фильтр убираю. И он там у меня, если что надо будет, его раз оттуда достал и им пользуюсь. Вот такая идея. Так, вот выкрутил гайки все. Сейчас буду снимать крышку. Посмотрим, как она пойдет, не пойдет. Как-то ее надо поднять в этом месте. Сейчас попробую снимать. Так, в общем, снял я головку, крышку, не отстегивая этот патрубок. Вот эти провода я просто немного распределил вот так вот вдоль, немного прижал, и она вышла спокойно. Так, сейчас будем искать метку. Сейчас включу фонарик. Так, под колеса подложил бруски. Вперед, назад. Здесь также, с той стороны также, правая, задняя также. Задомкратил колесо заднее, левое. Поставил 4-ю передачу. Так, сейчас будем искать серединку. Так, вот она точка. Сейчас нам надо ее выставить вот сюда. Прежде чем регулировать клапана, надо проверить натяжение цепи. Так, цепь ослаблена. Нужно натянуть цепь. Для этого нам нужно прокрутить коленовал на 2 оборота, чтобы цепь вот в этом месте натянулась, а где башмак ослабла. Но сначала нам надо раскрутить болт контрящий, который натягивает натяжитель цепи. Нам надо его ослабить, потом уже прокрутить коленовал на 2 оборота и
потом затянуть болт снова. Сейчас будем проделывать эту процедуру. Вообще слабо висит, болтается просто цепь. Будем натягивать. Так, ослабил я болт натяжителя. Вот этот болт натяжителя я ослабил. Сейчас проверну несколько оборотов двигателя, после чего нужно будет этот болт обратно затянуть. Приступаю. Цепь вроде нормальная. Как бы не скажу, что она так сильно болтается. Я думал еще сильнее, я думал, она не затянулась. Вроде нормально. Как бы небольшой люфтик есть. Ну так, вроде нормально. Сейчас свет включу, посмотрю внимательней. Так, выставил метку строго посередине. Так, сейчас будем проверять 8 и 6 клапан. Тут здесь у нас на упаковке из шпа все написано. 0 градусов, 8, 6. Проверяем. Заходит с натягом. Двигается. Тут нормально. 8, 6. Нормалек. Сейчас нам нужно сделать разметку на звездочке. Отметить градусы. Так, это у нас 0 градусов, потом 180, потом 360, а потом 540. На колесе сейчас я, кстати, тоже отмечу сразу. Крест нарисую, чтобы легче было потом крутить. Так, 8 и 6 клапан у нас в порядке. Теперь нам надо провернуть на 180 градусов. То есть получается, звездочка будет проворачиваться в эту сторону против часовой стрелки. Колесо будем крутить по ходу движения. Приступаем. Так, поставил там метку, отсчитал 10 зубьев от главной метки. И на 10-м зубье поставил метку. Сейчас буду крутить и ставить эту метку ровно по центру. Так, прокрутил я до 2-й метки. Измеряем 4-й и 7-й клапан. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Нормальный. 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. 7-й нормальный. Так, сейчас будем прокручивать до 3-й метки. Между 9-м и 10-м зубьев отметка будет. Прокручиваю. Получается, с этой метки, со 2-й метки отсчитываем саму эту первую метку. 1-й зуб не считаем, 2-й зуб как 1 считаем. И потом будет между 9-й и 10-й меткой. Между 9-м и 10-м зубьем будет метка. Так, прокрутил до 3-й метки. Между 9-м и 10-м зубьем метка. От 2-й метки.
Так, провернули, получается, на 360 градусов. Это у нас первый и третий клапан. Первый клапан болтается. Нужно настраивать. Третий клапан не так уж болтается. Так, надо убрать это хозяйство. Так, первый клапан вообще пролетает. Третий более-менее получше. Но вот этот клапан надо настраивать. Он болтается прям. Так, этот. Ну, этот вроде более-менее. Ну, тоже чуть-чуть надо его подтянуть. А здесь уже совсем надо настраивать. Регулировать будем сейчас. Приступим к регулировке клапана. Для регулировки клапана нам понадобится ключ на 17 и ключ на 13. Сейчас нам надо будет расконтрагаять гайки, нижнюю и которая повыше. Вот это идет на 17, это на 13. Расконтрагаиваем, это регулируем, а эту затягиваем. Поехали. Так, ключом на 17 ослабил нижнюю контрящую гайку. Крутил ее вот сюда, в эту сторону, получается. Против часовой стрелки. Сейчас верхнюю буду затягивать и смотреть уже с щупом. Затягивать эту буду, контрагаечную гайку уже буду по часовой стрелке, придерживая еще гайку на 13. Начинаю регулировать. Так, отрегулировал первый и третий клапан. Прокрутил на завершающий оборот. Сейчас будем проверять пятый и второй. Это у нас получается отметка 29 зуб идет. 29 зуб. Сейчас будем приступать к регулировке пятого и второго клапана. Так, пятый, второй клапан. Второй клапан. Нормально все. Мне нравится второй, третий, четвертый, пятый. А пятый свободно ходит. Нужно немного его подтянуть. Вообще чуть-чуть. Чуть-чуть надо подтянуть. Слегка. Второй хорошо. Приступаю. Так, регулировка клапанов произведена. Пятого клапана. Так что вот такие дела. Сейчас все буду собирать обратно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока. До новых встреч. Так, ну все, цепь подтянул. Клапана отрегулировал. Кстати, когда будете регулировать клапана, когда колесо крутите, пытаетесь поймать метку, в обратную сторону колесо, если хотите опять крутануть, то надо крутить все равно в ту сторону, получается, по направлению. Потому что если вы назад крутанули и начинаете настраивать клапана, а цепь-то в этот момент ослабла, там зазоры уже другие будут. Поэтому, получается, нам ловим метку на
по ходу, короче, движения, получается, в ту сторону крутим колесо. И остановились, поймали метку и регулируем. Если не поймали, открутили назад и снова вперед. Потому что там меняется натяжение цепи. Такие дела. Все. Собираю двигатель обратно. Крышку закрываю, все убираю. Работа произведена успешно.